Здравствуйте, дорогие гости канала, дорогие подписчики, я вам очень-очень всем рада. Сегодня мы, как всегда, порисуем с вами, и я приготовила нечто новое, вот. А что же, у нас послезавтра уже наступит солнечное затмение, да, многие слышали, даже кто не особо разбирается, и оно затронет в жизни каждого человека, да, сторону финансовую часть его жизни, да, и какие-то личные отношения. Может быть, внутри семьи, может быть, просто с окружающими людьми, да, но мы сегодня собрались здесь для того, чтобы рисовать деньги. Я проводила опросы, большинство из вас проголосовали все же за деньги. Поэтому, когда я переверну вот этот листик, вы очень удивитесь. Вот, но, в принципе, не стоит откладывать, да, берем просто листик и будем рисовать. Итак, я уже записала сегодняшнее число, у нас 28 апреля 2022 года, и каждый из вас сейчас напишите, пожалуйста, тему. Как всегда, я пишу ее как желание, да, как мое намерение, обязательно в настоящем времени, с указанием своих чувств и с благодарностью. Вот. Даю вам пару минуточек написать. Пока пишете тему, сразу скажу, что начиная, в принципе, с сегодняшнего дня, ну, по сути, нету разницы, да, никогда нельзя останавливаться и прорабатывать какую-то тему. Нужно всегда работать и развиваться, чтобы не было застоя энергии, да, и чтобы вы далее только продолжали улучшать качество своей жизни. И что же, надеюсь, все написали, а теперь мы с вами проделаем двухминутное упражнение. Но мы с вами будем писать не просто слова, как мы их обычно пишем, а вот у вас есть вот это вот ваше желание, ваши цели, да, условно говоря, про мою цель, да. Я хочу, чтобы мой YouTube-канал приносил мне более 100 тысяч долларов США в месяц. Что же, это копейки, например, по сравнению с героем детей, да, Блиппи, он за год зарабатывает 17 миллионов долларов, поэтому мои 100 тысяч долларов это совсем. Вот, и что же, значит, соответственно, чтобы это получать, да, что мне нужно сделать, да, то есть, условно говоря, мой контент должен быть интересен, да, то есть я вам сейчас, например, говорю, то есть, что мне нужно сделать, мои действия, да, мои подцели, да, то есть вот у меня есть желание, да, цель, намерение, как угодно можете назвать. А есть еще в этом желании подцели, да, то есть я хочу, чтобы у меня было много подписчиков, я желаю, чтобы у меня было много просмотров, у меня на канале появилась доступная функция спонсорства, да, то есть как только созрею, да, несколько буду располагать большей возможностью по времени, да, у нас будет достаточно много прямых эфиров, да, то есть там вам какие-то тоже няшки, прямые эфиры только со мной будут, да. В общем, идею вы поняли, да, то есть интересный, вот мне нужно конкретно сделать для этого интересный контент, мне нужно набрать больше подписчиков, мне параллельно с тем, что я снимаю видео, да, я стала разбираться, как все-таки, да, там работают, как мне лучше камеры ставить, да, какие-то приложения, какой-то монтаж видео, то есть идею вы поняли. Что же, мои хорошие, я ставлю таймер 2 минуты и прям вот предложениями пишем. Готовы? Все, таймер пошел, поехали.
Дописываем, таймер зазвонил. Итак, писали мы, конечно, сейчас я пронумерую, да? Так. Не успела дописать. Что ж, вы написали целые фразы, да, а теперь мы почитаем именно количество слов, которые вы написали, да, не количество фраз, у меня их 12 получилось, да, а именно слова. Вот. У меня получилось 38 слов. Что ж, разогрели нейрончики, и как всегда, как я вам уже говорила, я переворачиваю свой лист. Вот. На самом деле, вам лучше писать на другом, ну, то есть, чтобы вы это видели. Вот смотрите, сейчас вы смотрите, да, и пронумеровываете, что для вас важнее всего. Да, то есть, расставьте приоритеты, выберите, условно говоря, 5 фраз, которые для вас наиболее актуальны. Пожалуй, вот это у меня первое. Вот это у меня второе. Ну, пожалуй, вот так вот. Я буду много раз возвращаться к другой стороне листа, да, и сейчас параллельно вам все объясню. Соответственно, то, что вы пронумеровали свои цели, да, то есть вот эти вот мини-цели, это так называемые драйверы ваши. И мы с вами будем рисовать восхитительную, прекрасную звездочку, да, то есть мы сейчас будем треугольнички рисовать, да, драйверы. И вот, условно говоря, намечайте, да, они могут быть разные. Вот мой первый. Финансовая цель у меня достаточно высокая. Так, я его сразу подпишу здесь голубеньким. Он у меня очень важный, он мне очень нравится, да. Дальше смотрю. Второй. Рисуйте некое подобие звездочки. То есть, по сути, те треугольнички, вот это вот скопление треугольничков, оно должно вам нравиться. Вот это у меня второй. Тоже очень важно. Дальше смотрю свой третий. Третий, да, третий моя самая любимая. Он может не доходить до конца, да, туда. То есть вы можете его, пусть он выпирает у вас. Я подготовила картинку с долларами, чтобы у меня нагляднее все было. Четвертый. Можно, конечно, чтобы у вас получилась звездочка, рисовать свою идеальную звездочку, но главное, чтобы вам нравилось. И мой пятый. Хотя очень странно, почему я поставила четвертый главнее пятого. А я хочу вот так вот его сделать. Сразу понятно, где больше, что для меня важнее. Ну что ж, это мое желание, это мои рисунки и все, что мне хочется. Я посмотрела, мне все они важны, да, но, пожалуй, из тех треугольников, которые я нарисовала,
Я надеюсь, вам хорошо видно, да? Из тех треугольников, которые я нарисовала, то есть у меня обязательно здесь выделено то, что я счастлива. Я это, пожалуй, всегда выделяю. Потому что можно иметь огромное количество денег и быть несчастным. Так, я обведу еще раз свою вот фигурку. Вы тоже можете это сделать. Надеюсь, мы с вами все сделаем быстро и качественно. Потому что я хотела вам еще кое-что сегодня дать. Я надеюсь, я успею. Ну, какая-то такая, да? Очень яркая, очень качественная. Смотрите, все углы, которые внешне направлены, они должны остаться острыми, да, и вы можете как-то их те, которые пересекаются с другими треугольниками, вы места эти округляете. Но сами углы оставляете острыми, которые вот уходят туда наружу. Сейчас вы, пожалуйста, очень внимательно посмотрите за своим ощущением. В идеале, если бы та сумма, которую вы запрашиваете, вы, конечно, должны представлять, какая это сумма. Как она пахнет, сколько она весит, в какую сумочку она влазит. Не поймите меня неправильно, но очень важно, чтобы вы представляли, да, что вы хотите. Если вы не представляете, не можете это себе представить, если вы не знаете, условно говоря, поместится ли она там в вашу сумочку, то лучше такие суммы не загадывать. Сумма должна быть для вас представляемой. Условно говоря, если вы хотите там 30 миллионов рублей, вы должны знать хотя бы, как выглядят 10, да, чтобы в своей голове это умножить на 3 и представлять. Вот, и что же, теперь можете немножко нейрографировать, наполнить меня, если честно, мне говорить трудно стало. Наблюдайте за своими ощущениями. Я люблю деньги, я правда, я их обожаю. Если желаете, внутренние углы треугольников вы их можете скруглить. Если вдруг вам как-то Причем с какого треугольника я начала? Я начала, кстати, с того, который считаю главный. Мне очень важно, чтобы меня смотрели в различных странах, да? Ну, как бы все про деньги. В России монетизация отключена, поэтому мне действительно это важно. Вот, я за информацию в свободном доступе. Другой вопрос, что когда люди там, условно говоря, хотят какую-то информацию, да, когда они ее получают бесплатно, во-первых, нет энергообмена, а второе, есть такое, к сожалению, да, когда люди получают информацию, они ею не пользуются, да. Люди ценят только то, за что заплатили деньги. Но очень много тех, кто ценит. Вот как у меня из первого в третий ушло. Что у меня третий, тоже можете подглядывать. Чем больше линий, тем лучше результат. Вы это помните.
Прям можете себе включить какую-то музыку комфортную, да, то есть прям я хочу, чтобы вы ощутили сейчас каждой клеточкой приход той суммы денег, которая вам нужна, вот именно ваша цель. Моя цель здесь именно заключается получать непосредственный доход от конкретного места. У вас может быть конкретный доход из другого какого-то источника ваших доходов, да, то есть я вот так хочу, вы, может быть, как-то по-другому. Может быть, вы рисуете сейчас деньги на новый автомобиль. Такое тоже бывает. Кстати, я вам постоянно вот выкладываю, видите, у меня всегда на руке практически есть моя девяточка волшебная. Деньги действительно, я только захотела ее нарисовать сегодня, мне уже пришли деньги. Соответственно, когда я ее нарисовала, мне еще пришли деньги, поэтому это все работает. Ну да, а для этого действительно есть один важный момент. Можно треугольники пронейрографировать, сами треугольники. Это будет только лучше. Есть очень важный момент. Вы должны в это твердо верить, вы должны быть твердо уверены, в успехе любого своего желания, любого мероприятия. На деньгах лучше рисовать. Я, кстати, для этого приготовила огромный чемодан карандашей. Я вам его чуть попозже покажу. Я его все не доставала, мне было как-то жалко. Я борюсь с этим вопросом, да, в себе жалко. Я думаю, что многие из вас примерно мои ровесники, чуть старше, все-таки вот это вот постсоветское воспитание, а это на вырост, а это на потом, жизнь она сейчас. Но у меня действительно классные карандаши, поэтому я как бы не особо из-за этого переживаю. Но вообще старайтесь, если вы за собой замечаете такое, а это там на праздник, а это вот не сегодня, а это не для тебя, а это на Новый год. Знаете, салаты в новогоднюю ночь очень показательные. Не ешь это на Новый год. Да ешьте, что вы хотите, носите, что вы хотите, и будьте счастливы здесь и сейчас. Наблюдайте за своими ощущениями. У кого-то может бросать в жар, очень-очень много энергии. Я сегодня в очередной раз читала комментарий, да, кто-то мне писал, зритель, и снова рисовала с вами, и стало плохо, аж тошнило. Не поймите меня неправильно, да, вас может тошнить. Это абсолютно нормально, поэтому я и говорю, наблюдайте за собой, хотите, подышите, да, если вдруг вам очень много энергии, поокругляйте, потому что я умею управлять энергией, я умею себя контролировать, да, если вы еще не можете, тогда, конечно, лучше поокруглять, да, и не рисковать. Но что я вам хочу сказать, сейчас такое время наступило. Завтра самая медленная планета, да, Сатурн, она переходит в другой знак. Послезавтра у нас начинается коридор затмений, так что сейчас всем людям может быть где-то не очень хорошо. Наблюдайте за своими ощущениями. И самое главное, в такое вот время, в такой период, тем более вы достаточно все много стараетесь, чтобы улучшить качество вашей жизни, да, поэтому следите за своими эмоциями. Если вдруг вам кто-то говорит что-то, что вам не нравится, не обращайте вообще внимания, пройдите мимо, но главное, ни в коем случае не отреагируйте. Если вы начнете реагировать, вас начнет перекидывать в те стороны, где будет еще хуже. Если вы пройдете мимо, вы, условно говоря, перепрыгнете и станете на ступеньку выше.
Поэтому подумайте, что нужно вам. Затмение кармическое. Открывает это затмение, коридор, да, затмений. Будьте очень внимательны, закладывайте семена на достаточно долгий период. Затмение, как я уже говорила, коснется сферы финансов и коснется сферы отношений. Личных, может быть, даже в семье, может быть, на работе, то есть у кого как. Главное, держите эмоции под контролем. Можете прямо на природе побольше побывать. Какие-то упаи поделать. То есть очень хорошо все это будет. Мантры, если читаете, почитайте. Дело в том, что когда вы что-то делаете, самое главное все-таки верить. Хотя те, кто пишет, что вот не верила, а так сложилось, приятный сюрприз получили. Но идея в том, чтобы вы верили и в то же время не зацикливались и отпустили желание. Уже даже у вас может с той стороны, если вы так же, как я, рисуете на том же листе, где писали, у вас даже может быть не видно. Как-то больше стал треугольник. Что ж, такое тоже бывает. Что вы сейчас делаете? Вы сейчас в своей голове образуете новые нейронные связи, вы себе наглядно показываете, видите, поэтому я и положила картинку с долларами. Поэтому я и положила картинку с долларами, чтобы было еще ярче восприятие в моей голове, да? И теперь выводим все в социум, в наше внешнее, в поле, да? Главное, чтобы на столе не порисовала. Из самого треугольника не выводите, рядом можно. Можете порисовать каждую линию как мысль. Да, то есть, условно говоря, легко все пройдет у меня. Я легко получу то, что желаю. У кого-то щечки горят, у кого-то прям вот ушки, кого-то в дрожь бросает, кому-то хочется тишины, помолчать. Поэтому мы сейчас будем линии поля, то есть в поле выводить, да, проводить здесь нейрографические линии. Поэтому можете выключить звук и просто продолжать, да, поглядывать периодически. Можете 2-3 раза пройтись, как вам будет удобно. Пожалуйста, слушайте свое сердце. У вас не должно быть точно так, как у меня. У вас должно быть ваше. Вы можете сейчас здесь рисовать. То есть
Не надо прям каждую, каждое движение маркера повторять за мной. Это моя работа. Но вы можете почувствовать себя, да, то есть. Вы должны сейчас как можно ярче представлять эти деньги, эту цель. Мы же деньги рисуем, да? Как можно более ярко, как вы их получаете, как вы испытываете эту радость, да, от того, что вы их получили. Можете представить, как вы их тратите, да, чтобы как можно сильнее наполниться энергией. Вот это вот ощущение, что все уже исполнено. И я хочу, чтобы социум, да, реагировал. Видите, у меня здесь очень много таких кружочков моментами появляется, маленьких, но появляется. Чтобы социум хорошо реагировал. Нет, я не говорю, что мне есть на самом деле хоть какое-то дело до того, как отреагируют люди, но мы живем в обществе, и по факту, если вдруг там будет зависть, да, знаете, такие какие-то моменты, а, те, кто завидует, делают плохо только самому себе. А у меня от таких людей стоит защита, поэтому... Но я хочу, чтобы социум, да, он все-таки был более дружелюбен ко мне, наоборот, мне помогал. Вам тоже должно быть обязательно всегда все равно. Очень часто вы спрашиваете про деньги. Можно ли давать в долг? В долг давать нельзя. Если у вас есть те, кто просит у вас деньги в долг, не давайте. Потому что вот смотрите, какую вы делаете большую работу над собой, да, какие-то там упаи, какие-то проработки, да. Может быть, кто-то мантры читает, кто-то просит как-то по-другому денег, да. В любом случае вы сейчас, кто-то там со мной рисует. И когда, получается, они к вам приходят, вы к ним, может, как-то где-то все-таки в своем подсознании не готовы, и к вам приходит какой-нибудь человек и просит у вас деньги, и вы их ему отдаете. Так делать нельзя. Надо научиться просто говорить «нет». К тому же есть определенные дни, когда ну категорически нельзя давать деньги.
Подумайте, может быть, еще где-то линии, да, вам хочется добавить. Очень часто вы также спрашиваете, да, про... Вот смотрите, сейчас, когда мы будем заканчивать работу, я вам тоже об этом повторю. Можно ли выделять треугольник, да? То есть, когда мы будем делать фиксацию, можно. Можно спираль, можно саму линию поля, все, что пожелаете. Прям ощущаете, как деньги приходят, да. Все мы живем в социуме, даже, по сути, деньги приходят к нам из внешнего мира, да, потому что вы здесь, внутри. Ваша цель, она не может быть перед вами, да, вы все время будете пытаться ее догнать. Цель ваша внутри вас. Вы, условно говоря, кто-то мог даже там кружочек себя нарисовать. Но просто изначально я у себя априори на листе в центре. Я центр своей вселенной. Я думаю, по моим работам вы это видели много раз. Я это рассказывала. Когда цель ваша внутри вас, ваше желание, да, оно внутри вас, вы его потом мысленно отпускаете, оно же уже в вас, смысл о нем постоянно думать, да, и именно это способствует там скорейшему исполнению. Вы перестаете, да, о нем бесконечно думать, убираете тем самым, да, лишнюю важность. Почему вот вы сейчас тоже рисуете? Одна из причин, что вы тем самым тоже важность сбрасываете. Вы нарисовали, вот оно уже с вами. Ваш мозг уже поверил в это. Ваш мозг это уже увидел. Лучше, конечно, когда вы что-то только позитивное, да, на листах пишете, рисуете, но то же самое могу вам сказать. Это касается и каких-то негативных эмоций. Если чувствуете, что где-то что-то зашкаливает, да, можно, в принципе, и алгоритм снятия ограничений рисовать, да, но если вам нужны эти эмоции, а можно от них просто навсегда избавиться из своего сознания, проработать, сжечь и выкинуть. Вот. Я за что-то выкинуть, я обожаю расхламление. Всегда главное, вы должны быть готовы к тому, чтобы пришла какая-то новая энергия. Для того, чтобы новая энергия пришла, вы должны избавиться от старого. Так что я надеюсь, у вас нет никаких завалов. Но не поймите меня неправильно, просто если вы не подготовите место, некуда будет просто приходить. Я не против треугольников, я очень даже за. Я не понимаю, правда, почему их другие люди боятся. Потому что для того, то есть
я живу так, как я живу, да, и я хочу чего-то большего, я хочу чего-то нового. Для того, чтобы получилось что-то новое, что-то большее, всегда нужно выйти из зоны комфорта. Вот, посмотрите, можете потом отмотать, посмотреть, видите, у меня здесь очень просится какой-то, это у меня четвертый и пятый треугольник. Да, можете даже перевернуть, прочитать. Так, да, я столкнулась с тем, что я умудрилась оставить один из адресов, да, и я очень жду письмо, оно все никак не приходит. Я почему-то решила на почту письмо получить по вот буквальной почте, а не по электронной. Я его очень жду. Вот, сразу округляйте. Можете где-то нейрографировать круг, да, я хочу, чтобы у меня тут все гармонично прошло в этом моменте. Как раз круг у меня с письмом связан. Обращайте внимание, о чем вам говорит, то, с чего вы начали, то, с какого места вы начали, да, то есть смотрите все, прям прислушивайтесь к своему телу, к своей интуиции, смотрите, как у меня моментально повеселел голос. Ну, хотя он у меня всегда достаточно веселый, но тем не менее как-то какая-то легкость появилась, какое-то наслаждение, какая-то уверенность и спокойствие, несмотря на то, что, обратите внимание, здесь 5 треугольников, совершенно не округленных. Поищите, может быть, где-то еще что-то, да, чтобы было гармонично, чтобы, может быть, где-то хочется. Затрагивает третий мой драйвер. А что у меня третий, интересно? О, это я всегда. Мои ощущения. Мои ощущения, ваши ощущения вы всегда должны писать везде. Очень много людей хотят ну, чего-то хотят, да, а в итоге все случается, и это не доставляет радость. Может быть, вы замечали? Я помню, со мной это случилось, наверное, лет сколько уже прошло? 10 лет назад. Нет, первый раз это случилось 12 лет назад, 11 или 12, да. Я очень сильно хотела какую-то машину, я ее купила, забрала, а радости нет. Вот, ну, а, соответственно, 10 лет назад я очень боялась, что вот опять, да, там, вот у меня есть такое какое-то желание большое было, я его очень сильно хотела, исполнение, так боялась, вдруг я буду несчастлива. И я загадала желание, я счастливая обладательница того-то, того-то и того-то. И я действительно была счастлива до вот, пока это все со мной было. Может быть, еще где-то у вас кружочек есть. Ощущайте по размеру, да, то есть вы не сразу прям проводите, можете прицелиться, можете посмотреть, да, как оно будет выглядеть. Может быть, он у вас сюда не вписывается, вам сейчас ваше подсознание скажет. У кого-то сейчас вот, может быть, ощущения изменились, кому-то в холодок, да, вот я заметила, помните, я вам сказала, какая-то я веселая, а тут меня прям, у меня дрожь внутри. Почему у меня дрожь внутри на моем втором, третьем и первом одновременно, да, драйверах? Не знаю, надо подумать, все придет, все получится. Вот, по поводу рисовать несколько рисунков в день. Смотрите по своим ощущениям. На одну тему без проблем. Если тем несколько,
Я не хочу, чтобы мой треугольник прям упирался. Я его так вот увеличу сейчас. Видите? Вытянула носик. Что ж, у кого-то так, у кого-то по-другому. Вот видите, прям меньше трети круга провела. Так, можете выделить еще раз свою звездочку, да, чтобы она у вас не потерялась среди линий, чтобы поярче была, чтобы вы ее не потеряли. Я думаю, вряд ли вы ее потеряете, конечно, это не особо возможно, но тем не менее. Я не округляю ни внешние, ни внутренние углы. Вы можете, если хотите, внутренние округлить. Смотрите по своим ощущениям. И нет такого правильно или неправильно. У вас все должно помниться, опираться на... Смотрите, покажу вам, какая у меня красота, какой у меня чемодан. Вот, у вас все должно опираться только на ваши эмоции, на ваши ощущения. А я у кого-то слышала, вот кто-то вот так вот сделал. Знаете, вы можете слушать кого угодно, а можете слушать себя. Вы наверняка, я уверена, не знаете всю ту часть жизни, которую люди скрывают, а все, как мы знаем, врут. Вот, к сожалению. Так, начать я хочу со звезды. Звезда, она у нас яркая, она как будто светит в космосе, да, то есть вы поэтому... Я взяла восковые карандаши, не знаю, что из этого получится. Наверное, не стоило брать восковые. Попробую заменить, а руки помыть. Сейчас попробую, извините, заменить на нормальный. Не знаю, почему тот взяла. Соответственно, ваша звезда, она как будто сияет, освещает вашу жизнь, да, вашу дорогу. Вот она светит. К тому же у меня лист достаточно темный, как вы видите, из-за того, что на нем доллары. В любом случае, звезда, она должна быть ярким пятном у вас. Красный, желтый, может быть, вы на черной бумаге вообще рисуете, так она у вас пусть там золотым каким-нибудь светится. Начните со звезды. Такая некая звездочка. Многие были удивлены, что мы в тот раз рисовали не звезду, хотя я вам ее так заманчиво положила как картинку. Представьте, что, условно говоря, я когда рисую, да, я с вами делюсь моими ощущениями, у вас могут быть другие. Я очень люблю космос, да, вы видите, Млечный Путь, огромное бесчисленное количество галактик во Вселенной. Меня это просто с ума сойти, как манит, мне это безумно интересно. И Вселенная, она бесконечна. Я считаю, что она намного старше нас, мудрее нас, опытнее, да, и
Поэтому мой лист, когда я рисую, он для меня, условно говоря, вселенная, которая для меня, как для человека, да, ну почему бы не попросить помощи, почему бы не воспользоваться, если есть такой удивительный и прекрасный шанс, да, потому что Вселенная, по моему мнению, ну вообще все живое, Вселенная это такая же энергия, да, точно так же, как денежная энергия, да, точно так же, как, то есть все в этом мире состоит из энергии. Вот, поэтому она всегда откликается. Так если она откликается, почему бы не попросить? Если все работает, если вы искренне, с благодарностью, да, все просите, что-то там получаете, то почему нет? Мы всего лишь люди, у которых не такой, к сожалению, большой, да, не такая продолжительная жизнь, как у целой Вселенной, да. Поэтому почему бы не обратиться за помощью, не воспользоваться опытом, не получить знания, не получить помощь и поддержку. Вот. Ну а там дальше вы уже сами решаете. Это моя позиция. И меня эта позиция делает достаточно счастливой. Поэтому как у вас? Денежки мои, идите ко мне, я вас очень-очень люблю. Я надеюсь, все, кстати, знают правила общения с деньгами, да, денежки всегда должны быть, они не должны где-то валяться скомканными, они должны быть все уголочки расправлены, они должны вкусно пахнуть, если нет каких-то специальных денежных масел, можете парфюмом своим воспользоваться. Все в этом мире это энергия, энергия идет туда, где хорошо. Это точно так же, как в фэн-шуй, да, когда мы ставим какие-то формулы, вы прекрасно знаете, что есть там летящие звезды, например, да, бывают плохие, бывают хорошие, но если у вас стоит там уже какая-то хорошая формула, энергия всегда сначала идет на хорошее. Условно говоря, представьте, ну вы пойдете туда, где вам плохо. Нет. Но энергия точно такая же, она идет туда, где ей хорошо. Что ж, можете сами выбрать, можете с закрытыми глазками цвет, который вам хочется. Не знаю, как так получилось. Ну, зеленый тоже хорошо. Желтый цвет божественного изобилия, цвет вот вселенной, щедрости какой-то, умиротворения, желтый цвет богатства для меня, да, у вас могут быть абсолютно другие ощущения насчет цветов, но у меня он, пожалуй, любимый. Я потом буду еще цвета накладывать, я думаю, вы тоже. Самое главное. Самое главное начать. На карте желаний мы с вами тоже, знаете ли, картинки делаем и пишем желания. Так почему же здесь мы не можем рисовать на желании? Все возможно. Думайте о том, что хочет ваше тело. Локоть должен болтаться в воздухе, когда вы рисуете, проводите линии, да, то есть, чтобы... И даже сейчас, когда мы работаем с цветом, локоть должен болтаться в воздухе, чтобы ваше подсознание вело вашу руку. Вы создаете свои впечатления, вы создаете свои эмоции в своей голове, чтобы ваше тело, ваш разум, ваш мозг, ваше подсознательное
и сознательно, и бессознательно, и абсолютно все поверили в то, что все возможно, да, чтобы ваш мозг, для него нет разницы, внешний мир, внутренний, да, для Вселенной, чтобы все, что есть в вашей голове, да, то, что мы сейчас с вами создаем там, оно воплотилось в реальность. Мозг не осознает разницу, никто эту разницу, кроме не осознает, да, то есть кроме вас. Это вы придумали, а это только в моей голове. Но раз это есть в вашей голове, значит, это способно проявиться в мире материальном. И если вы этот секрет знаете, так пользуйтесь им. Почему нет? Все в ваших руках. Какой цвет красивый. Можете даже звездочку, чтобы ярче была, как-то провести, потому что очень важно, чтобы ваша звезда вам казалось, может быть, да, что она светится. Если вы даже на моей главной странице на канале на обложку посмотрите, там изображена, господи, Млечный Путь. И вы посмотрите, как она богата красками, да, как она переливается, какая-то где-то загадочная. У вас, условно говоря, то же самое должно быть на листе. Вот тут вот почему-то просится. Не дорисовала, ну ладно. Знаете, я вот сейчас понимаю, что мне очень хочется добавить какого-то розового цвета. Не обязательно закрашивать весь лист. Белый это тоже цвет, да, вы это помните. Мне хочется взять розовый, какой-нибудь невероятный розовый. И он просится вот сюда. Не надо вам много цветов, да, важно важно, чтобы в конечном итоге работа вам нравилась.
Если кто-то хочет, может быть, кто-то сейчас текстовыделителями, да, делает эту работу, тоже очень красиво, я думаю, получится. Цвета могут смешиваться, помните об этом, да, то есть все-таки просится у меня сюда этот цвет. Такие карандашики, не знаю почему, мне очень хочется ими порисовать. У меня даже тут есть пастель. Интересно, как она сейчас откроется. Проверила. Лучше я все-таки своими. Что ж, моя звезда, вернемся к моей звезде. Мне вот кажется, что она недостаточно яркая у меня. Поэтому можете взять какой-то яркий карандаш. У меня красный взялся, да, то есть и прям сделать ее ярче, чтобы ощущалось ее свечение, как будто. Я думаю, у вас работа несколько светлее, да, если вы на обычном листе рисовали. Но, тем не менее, я уверена, что вы чувствуете всю эту энергию. У меня, конечно, от того, что это на долларах, у меня эмоции сейчас зашкаливают. Попробовала с вами все карандаши, всех текстур. Хотя в другие наши с вами разы я не решалась. Можете еще раз желтеньким пройтись, если вдруг где-то хочется, да? Где-то, если видите, карандаши ломаются, все, энергия зашкаливает, энергии миллион, миллиард. И самое главное, вот мой вам совет, не садитесь рисовать в каком-то там плохом настроении. Обязательно в хорошем. И заставлять себя я тоже не советую. Денег хочется всем и всегда. Вот, но тем не менее, давайте будем уважительно относиться к самим себе. Я думаю, я, пожалуй, закончила. Вот, что ж, я на самом деле сейчас хочу провести линии поля, но линии поля как мысли. Мне это очень важно.
Я хочу, чтобы мой путь к моей цели прошел легко. Поэтому я веду линию легкости. Мой вам совет, кстати, не рисуйте пастельными и восковыми карандашами. По ним плохо маркер ходит. Я это знала, но мне очень хотелось. Там такая палитра красивая. Можете еще раз провести, потому что мне кажется, что у меня ее плохо видно. И сразу округлите то, что можно округлить. Главное, помните, углы треугольников не трогайте, если вдруг у вас прям с углами прошло соединение. Как-то эмоции зашкаливают, и вот сейчас стало так тихо, так спокойно. Я даже не знаю, может быть, еще одну линию провести. О, то есть еще раз по этой линии провести. Линия радости. Я хочу, чтобы все это происходило радостно. Могут у вас линии пересекаться, могут они у вас даже где-то расходиться. Такое тоже допустимо. Сейчас переверну маркер, чтобы округлить все. Подышите, у меня теперь кружится голова. Я, может быть, не часто говорю о своих впечатлениях, да, эмоциях, но я за ними сама слежу. Я просто больше сосредоточилась всегда на своей работе, да, на своих желаниях. И я об этом больше думаю, нежели, ну, что мне нужно прокомментировать каждое действие. Но я думаю, вы к этому уже привыкли и все знаете. И фиксация. Что вы фиксируете? Вы можете зафиксировать, да, это может быть даже линия поля, это может быть сама звездочка, это может быть какой-то круг, то есть вы сами смотрите. Не важно, что уже настолько все разрисовано и очень сильно отпечатался маркер с другой стороны, так что вы вряд ли разберете, что там написано. Но я вам могу сказать, что ваше подсознание помнит все. Помнит все, что было написано.
Вот, в прошлый раз я, кстати, звезду фиксировала, а здесь вот так. Что ж, я закончила. Всех благодарю за просмотр, всем вам безумно рада. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Ну, а если вы хотите угостить меня чашечкой кофе, то можно сделать или в разделе «Спонсорство», став спонсором канала, или же в закрепленных сообщениях найдите реквизиты. Всем спасибо и пока-пока!